Приветствую всех еще раз. Только что закончил с роликом, где мы разбирали ситуацию вот эту с двумя расстрелянными машинами около города Чернигова, вот здесь на кольцевой дороге около Старого Белоуса. И вот я вдогонку хочу заснять связанную тему. Она связана с ситуацией, при которой вот тактика украинских военных, которые не давали пройти русским военным по вот этому шоссе, значит, в направлении Чернигова, и вынуждали их сворачивать на проселочные дороги, которых, видите, здесь много. И здесь есть различные деревни, села. Вот. И русские колонны были вынуждены туда двигаться. В общем, нарушая свои собственные планы, сворачивать, уклоняться от боев, которые, диверсионные группы, просто методами партизанской войны. Так же, как видели, там стоит 1, 2, 3 танка. Но это в самом лучшем случае. Могли быть просто, скажем, как в других сюжетах сами украинцы рассказывают. Нас было двое, и у нас был гранатомет там с 3-4 выстрелами, ну и, соответственно, 2 автомата. И мы легли за автобусной остановкой, и когда подходили русские, мы его лупили, русские развернулись и ушли. Ну, значит, мы там им сожгли там что-то 1 или 2 БМП, предположим, или в танк попали. И вот дальше колонна русская разворачивается и начинает, двигаясь по проселку, уходит, попадает вот в какие-то населенные пункты, вот здесь, которые ей встречаются на своем пути, видите? И там также украинцы снова устраивают партизанскую войну, уже привлекая к этому местное население. Деревни не расселены, население там живет. И вот, значит, какие-то ребята, вот сейчас я буду трагическую, в принципе, такую, но очень показательную историю. Я бы очень не хотел, на самом деле, очень бы хотел, чтобы этого ничего не было. Но это вот реальная же история. Их сейчас будет 2, на самом деле гораздо больше, потому что это как раз носило системный характер. То есть именно так и происходили там эти события. Вот. И ребята, молодые парни выбегают с коктейлями Молотова и пытаются кидать их в направлении нашей колонны, у которой едет боевое охранение на адреналине. И исход этих действий, он совершенно очевиден, предрешен. Нету никаких шансов. Никаких шансов. И вот сейчас мы посмотрим несколько таких сюжетов, а потом их еще раз проговорим. Колонна шла. Впереди шли БТР, БМП и БТР. Это конвой 3. Это сам. На БТРах бойцы сидели. Русская колонна, они с кругами белые были, на них маркировка. Только ушла головная колонна туда вперед. И начинается стрельба с пулемета. Ну, не знаю, автоматные гильзы были, но они как таковые на этом фоне, они почти не слышно были. И 2 очереди з пушки. Он моє вікно. Ну скільки тут? 500 метрів. І дивлюся в окно, і наблюдаю, і бачу, Валічек перебігає із пушки. Я не повірила, я думаю, ну просто так прямо стрільнули, ну не можна ж у людей. А тоді бачу, ці 2, Женя і Богданчик, вони ось по самим тим отак бігли з поднятими руками бігли. Вони улибались, ну вони думали, що ось ми біжимо, ось ми, і ви не посмієте. І тут таки, значить, того вже давай добивати там далі Валіка, а слідуючий останавливається із пулемета, із автомата. Я подумала, що це, ну може по ногам, ну може по головам, ну я ж не могла подумати. Вони так висунулись, ну, до половини, і з пулемета. Із пулемета, із автомата, ну, стрільба така. От. Видно було, що діти, видно було. І вони ж отак підняли руки, навіть ще лежали з піднятими отак от руками. Ось тут лежав Валічек. Що я побачила? Голови не було. Мозги отут от були, отак от лежали. Нога перебита, бедро отак от торчало. Голова тільки так, задня часть, отак він, ніц, коротше, лежав. І отут горіло вже вокруг все горіло. Погода була така суха, і воно вже горіло. Оце ось брали землю, це ми мозги закопували. От.
В общем-то, ну, вже понятно, що Валічку нічого вже не поможеш. Ми підбігли вже, фельдшер наша, і ми взяли єдине, це його голову в полотенце, бо нічого було збирати. І так ми і хоронили. Ну, ми тут усі чуть із ума не посходили, бо це нереально. Його сестра тут як вищала, ми думали, вона не виживе. Мама, с Новым годом! З Новим роком! А тут, короче, остановка, а вот там мой дом. Вот это вот. И Валентин. Це Женя, був ці курточки, це дірка від кулі. А я подхожу, и тут близнюки лежат. Із пулемета, із автомата, ну, стрільба така от. А в цьому був Богданчик. У Богданчику в живіт. Ось він. Це речі моїх дітей, яких застрелили 14 березня. Я здалеку побачила, що лежать діти. І коло них тут багато людей. А потім мені сказали, Богданчик живий, вези його в лікарню. Погрузили в цю машину. Ще остались сліди крові. Він попросив: Міша, їдь зі мною. Мости позривались. Ми їхали полем через болото. Тоді лісом виїхали на Масани. Ми почали їхати, везти його до лікарні, до дитячої. Все время повторював, що мені погано, мені погано. І на кожному блокпосту нас зупиняли. І я мусила вилазити з машини, відкривати машину, показувати. Що там ваш син, так? Да. Об'яснять, куди ми їдемо, чого. У нас с собой все, что было, только бутылка воды со льдом. Ну, я ему с Марли цедил, там по пару капель, когда он просил. Но мы с Богданом разговаривали. Несколько раз я его приводил в сознание, 4-5 раз. Это вообще, друзья. Я не знаю, с детства с ними, кто они мне были? Реально как браты, что ли. Почти под город мы приехали, так скажу, там ближе к объездной. И Богдан уже умер к этому времени. Но мне тетя Оксана сразу говорить не хотела, что он умер, потому что он, когда умер, она начала очень часто спрашивать, что там Богдан. Женя лежал вот здесь вот так, а Богдан вот здесь вот так. Начал помогать Жене, потому что у него было очень тяжелое ранение. Я разорвал на нем одежду, и там в районе мечевидного отростка там было отверстие размером с ладонь. Я, конечно же, наложил ему там там жгуты некуда было налаживать, потому что расстреливали на убой. То есть ни по ногам, ни по рукам, а вот так. Это был репортаж «Радио Свобода». Я вырезал из него несколько фрагментов. Вот. Мы все знаем эту радиостанцию, сколько она вообще всего хорошего привнесла в нашу жизнь. Хорошего, доброго, вечного. Но вообще сам сюжет и события, несомненно, является трагедией. Страшное событие. И вот эта мать, она потеряла сразу двух сыновей. Вот они вместе родились, два близнеца, и погибли вместе. Это страшно, на самом деле. И мне бы очень не хотелось, конечно, все это обсуждать. Я даже вообще я хотел бы, чтобы этого ничего не было, еще раз говорю. Но разбираю это для того, что является страшным, но таким примером очень показательным, что происходит там сейчас. Вот это является примером. А именно, я еще раз говорю, что это не является какой-то случайной или единичной ситуацией. Это хорошо запланированное. И можно, у меня в памяти всплывает еще в давние годы то, что говорил Бжезинский, о том, что в этой войне нельзя эвакуировать население, оно потому что будет находиться в ситуации контакта с русскими военными. Это еще говорилось, когда еще Советский Союз был. Об этом множество раз высказывались натовские аналитики,
об этом говорят, в конце концов, современные сейчас украинские военные. Это вот главнокомандующий генерал Виктор Николюк. Об этом же говорит этот самый командир первой танковой бригады Хода, о том, что они так делали умышленно. Он об этом прямо говорит. И об этом свидетельствуют все фактические события. Мэр города Трошенко Чернигова о том же самом говорит. И все, в общем, эти люди говорят одно и то же. Плановым является столкновение русских военных с неэвакуированным местным населением. Они сбивают с шоссе и заставляют русских военных идти через деревни. А там находят вот таких ребят, которые, да, бросаются под танки, и возникает конфликт, и исход для населения при столкновении с военными, ну, всегда очевиден. Это будет трагедия. Потому что это военные на бронетехнике, вооруженные люди, а это мирные люди. И это будет трагедия, совершенно очевидно. И здесь нет никакой случайности. Вот если так говорить, что, значит, ой, ну мы же не знали, что русские вторгнутся, мы не ожидали, это же наши братья. Ну и обычно все то, что мы слышим в чат-рулетке. Нет, ребят, так не пройдет. Так не пройдет. Опять же, сами вы, украинские военные, очень много раз и на Ютубе есть за много лет назад видеоролики учений, которые постоянно проводились в этом районе. Очень много раз. Это 8-10 лет еще. И там есть с привлечением иностранных специалистов. Там каждый перекресток, каждый населенный пункт. И в штабах, и фактически на местности, военными, танками, все уезжено. Все это оттренировано и все это планово. И местное население не эвакуировано, тоже планово. И если вы видели в этом репортаже, в страшном, только что сейчас, мать говорит, которая везла своего умирающего сына, все мосты взорваны, в местном населенном пункте медпомощь не оказать. Пока довезли, у человека было ранение, его можно было спасти в случае оказания ему своевременной медицинской помощи. Но не предусмотрено. Вот мы к вам отправили русских военных, с шоссе столкнули их туда, а медпомощи у вас нет, и мы все мосты взорвали. То есть это, видите, это запланированная ситуация, это запланированная трагедия. Далее, что хотелось бы сказать. Вот, ребята, мы только что на них сейчас смотрели, и там по соцсетям я тоже полазал. Значит, там нет такого, чтобы выглядели они какими-то такими вот неонацистами, прямо что-то вот такое. Выглядят вообще они очень позитивно. Рассуждает вот друг, студент-медик. Приятно слушать, нету ни матерной речи, ничего. Похоже, позитивные ребята. Почему же они оказались в такой ситуации? Вот в чем вопрос. Значит, во-первых, существует мнение, я его читал, вот, значит, на Ютубе открытый комментарий под роликами, там есть обсуждение, в телеграм-каналах читал, на Фейсбуке читал. И есть местные люди, которые прямо вот, формулировка, я сейчас по памяти говорю оттуда, кураторы СБУ, которые послали этих ребят под русские танки, значит, с коктейлями Молотова, известны. И после освобождения территории от киевской хунты будут привлечены к ответственности. Ну, то есть среди местного населения есть мнение, что все-таки коктейли Молотова были. Хотя в репортаже «Радио Свобода», конечно, мы этого не увидели. И ребята выглядят позитивно, да? Но косвенно, давайте вот я так еще просуждаю, как бы мне это не хотелось бы мне это, но тем не менее, вот женщина, которая является очевидцем, она говорит, что даже тогда, когда русские уже пулеметы стреляли по этим, они продолжали бежать навстречу русским танкам, подняв руки вверх. А это вообще в связи с чем может быть, вот, чем может быть вызвано? В тебя стреляют из танка, и ты бежишь к нему навстречу. Что, обниматься, что ли, или что? Для чего? С поднятыми, тем более вверх руками. И второй момент, что когда вот те места, где их убили, где они лежали, там все горело. И там еще загорелся забор, постройка дальше там. Просто это не вошло сейчас, в репортаже это есть. То есть все-таки есть свидетельство о том, что, значит, получается, были коктейли Молотова. Значит, они все-таки были. Просто нам об этом напрямую не скажут. Но давайте теперь представим себе ситуацию, даже если этих коктейлей не было. Ситуация же подается так, что приехали русские эти военные, увидели этих парней и давай по ним стрелять просто как бы из удовольствия. Но ситуация это была, в общем-то, совсем не такая. Этих русских военных сбили с шоссе, с боем причем. Там была засада. И, судя по
рассказам самих этих теробороновцев, которые там воевали, они сожгли то ли 1, то ли 2 БМП, там танк, то есть там целый был замес. Русская колонна развернулась с шоссе, парни шли на адреналине, наши парни, военные. Боевое охранение, на высокой скорости двигается колонна, и навстречу выбегают, извините, не 5, не 6-классники, а выбегают спортивного сложения, 17-18 лет, ребята с поднятыми руками. Какие дальнейшие действия у боевого охранения? Они что будут? Они будут что? Подходить и спрашивать, а покажите, сколько вам лет? Мы хотим сейчас вот вас тут пострелять в вас немножко. А покажите, может быть, если вы чуть помоложе, мы не будем сейчас вас стрелять. Или что эти военные должны ждать? Что, пока в них с ПТУРа влепят, или с РПГ, или что, или гранатами закидают? Совершенно очевидно, что эти ребята, которые по любой причине оказались здесь на маршруте движения этой колонны, были в опасной ситуации. Но если у них еще была попытка атаки этой колонны, то виноваты те, кто их туда отправил. Давайте теперь посмотрим следующий репортаж из соседней деревни. Значит, это у нас была деревня, которую сейчас мы смотрели, Мохнатин. Вот она на карте сейчас перед вами. Вот это Левковичи. Значит, и в Левковичах тоже была русская колонна, и там тоже случилась трагедия. Давайте мы сейчас сначала посмотрим ролик, а потом его проаналізуємо. Как раз там коктейлі Молотова упоминаються. Мій чоловік разом з іншими, вони почали робити коктейлі 27-го, але 28-го продовжили це все робити. І по обіді мені зателефонував чоловік, що не виходь нікуди з дому, їде колона. Кажу, добре. І я цю колону бачила. Моя кума – це рідна сестра мого чоловіка. Каже, Аня, з Ярославом все в порядку? Кажу, не знаю, а що таке. Хтось, каже, прийшов до моєї мами і забрав, каже, її, щось із Ярославом не те. Я вже біжу в центр, і звідси за магазину виходить моя свекруха, яка каже, Аня, лежить. Я зразу не зрозуміла, кажу, в смислі лежить. Не, вона лежить. Я побігла додому, прийшла з тачкою, вже ми його забирали. Я не одразу навіть помітила, що сніг не танув на обличчі. Ми його тільки затягнули додому. Колона російської техніки знову поїхала по селу. Вони з кулеметами цілилися в мій будинок, бо бачили, куди вели сліди від тачки. Я його помила, я його переодягнула. Пішла на город закопати могилу, бо розуміла, що мені ніхто не допоможе. Колона російської техніки кожні півгодини проїжджала повз двір і не дозволяли нікому сюди прийти. Да, я копала могилу, хто вже потім прийшов, вони просто вирівняли все. Потім ми взяли брезент, і в брезент положили чоловіка, в одіяло, все це закутали, і потім уже так його забрали слідчі органи. Вже потім було перепоховання. Через 1,5 місяці ми тільки змогли нормально добитися того, щоб перепоховати наших хлопців, тому якось так. Мені здається, його або першого, або останнього вбили, бо в нього не було слідів катувань. У нього були конкретні поранення, ножові і вогняні. Російські військові вирішили, що я маю лишитись вдовою, і мій син має рости без батька. Тому що тут ще скажеш? Здесь ситуация более простая и понятная. Значит, даже если посмотреть на карту, не знаю, надо этим заниматься или нет, просто даже на карте видно, где это место, где она стоит. Здесь в Левковичах не так много промышленных объектов. И, в принципе, вот, как я понимаю, вот это изгородь, синий профнастил. И вот та самая могила, которую она копала. Значит, что бы сейчас мы ни говорили, не обсуждали, вот для нее, для этой женщины, как она сформулировала, что русские военные так решили, что я должна остаться вдовой, а мой ребенок должен расти без отца. Вот для нее ничего не изменится. И для ее ребенка тоже. И ее еще вырастет ее ребенок, еще своим детям передаст, что это русские вот такие плохие. Но, ребята, если бы вот твой муж, как это, Аня и Ярослав, да, вот Аня, если бы твой Ярослав, вот этот, не заливал бы в бутылку туда вот эту зажигательную смесь и не готовился бы со своими 5-6 друзьями заранее подготовленную засаду, когда они ждали колонну и знали, что им делать, то, может быть, у тебя был бы муж, и у твоего ребенка были бы, и вы еще бы нарожали детей, жили бы счастливо. Но нет, вот тебе надо туда вот лезть, и каковы шансы?
каковы шансы? Никаких шансов. Там военные, серьезно вооруженные военные. Не из-за того эта трагедия произошла, что русские военные так решили, а из-за того, что твой муж, Аня, Ярослав, сам туда пошел и нашел там свою смерть, и его друзья тоже. Это трагично, но вот это, надо признать этот факт. Не русские военные в этом виноваты. Сидел бы дома, остался бы жив, и жили бы сейчас бы вы счастливо. Давайте теперь послушаем, что еще в конце сказала, какие нам с вами добрые слова мама вот этих погибших близнецов из соседней деревни. Еще скорбную эту ноту продолжим. Скажу в конце пару слов своих соображений по этому поводу, и уже будем заканчивать. Треба, щоб вся їхня нація прочувствувала, як це важко теряти дітей. Я хочу, щоб вони жили до 100 років і кожен день приймали такі муки, щоб кожен рік самі дорогі люди від них уходили і вони чувствували цю боль. Убити його, це дуже для нього буде легко. А треба, щоб вони це все прочувствували. Так вони не поймуть нічого. Бог їх все одно накаже. Так, як посчитає нужним, так і накаже. Очень страшные слова, говорит эта женщина, на могиле своих детей. И комментировать здесь что-то еще, дополнительно комментировать, очень неуместно. Но, тем не менее, вот... Но я уверен, что в комментариях, сейчас я ролик, когда этот загружу на YouTube, будет очень много написано о том, что Донецк, Луганск и так далее, Лисичанск, Зугресс и огромный список. И вот сейчас даже, сегодня 21 число, я в новостях видел, я, правда, не читал, поскольку занят вот созданием роликов. Опять в Донецке что-то прилетело, какая-то дрянь, снова там погибшие, раненые. И также будут люди сидеть у могил, снова плакать, проклинать кого-то. И вот все это происходит. Ну, конечно, здесь хотелось бы все-таки мне сказать, давайте так, я попробую в таких выражениях, что значит, посмотрите, сельская женщина, она сельская, и она в такая уставшая вот от этого горя, убитая горем, как говорят, да, и вот она сидит, и кого она проклинает? Не каких-то вот убийц, которые, ну, было бы понятно, да, ее детей убили, вот она этих людей проклинает. Нет. Она всю нацию проклинает, всю нацию, говорит, Бог накажет их всех. То есть это вот говорит о чем, что насколько глубоко вот эта пропаганда, национализм туда проник, что даже сельский житель, казалось бы, ты живешь на селе, ну, кому от тебя что-то нужно? Нет. И это население тоже, оно политизировано, перевозбуждено, излишне, сверх меры. Вот, ну, конечно, этим женщинам, что вот это сидит мать перед могилами, и там вот из соседней деревни девушка, которая своего мужа закапывала, откапывала, хотя она знает, почему ее муж-то погиб. Но по поколениям в той семье пойдет, что русские плохие. Видите? И тут, к сожалению, вот. Ладно, на сём я закончу, что все-таки, конечно, это... 1000 лет назад еще мудрецы говорили о том, что надо учиться прощать. Вот, что если мы не учимся прощать, не умеем, то впереди, в будущем, разрушение, смерть, горе. И вот 1000 лет проходит у нас разрушение, смерть, горе. Вот люди сидят перед могилами. Значит, какие-то выводы надо делать. Вот к этому я нас с вами, себя в том числе, да, тоже я призываю к этому. На сём прощаюсь. Всего наилучшего. В следующих выпусках продолжим разбирать подобные ситуации. И там еще много есть. Много такого, что необходимо, нужно очень
очень нужно обязательно проговорить. Спасибо за внимание.